Я, наверное, начну писать с этого момента. У нас открылся проект, который у нас залит на GitHub, открыт публично. И у нас нету проекта, в котором мы только что работали. То есть я вот так вот клацаю сюда, и этого проекта здесь нету. И я пытаюсь открыть Recent Projects, но его здесь нету. Пытаюсь через Open, но нам выбрасывает просто в корень. Как это побороть? Правой кнопкой Open in Explorer. И вот, допустим, у нас здесь уже копируем путь к тому, где у нас лежат все наши проекты, и тогда уже Open, и выбираем нашу папку локальную. Select Folder. Открыть в этом окне. Получается, вот наш проект, не залитый на GitHub. Здесь пишем клауды. Правильная версия сегодняшнего дня. Прочти все MD в корне. Это проще, чем читать все файлы, потому что здесь квинтэссенция всего проекта. И вот он читает контракт, readme, project, вспомнить все. Из прошлой сессии ты определился к системному Chrome или оставляем у нас не получается послать команду в Chrome, то есть Chrome запущен с правильным флагом, ты проверил, но при этом этот порт не слушается, и вроде бы он никем не занят, но все равно никем не слушается. Компьютер физически перезагружен, и уже Chrome запущен с правильным флагом. Мы переключаемся на вот этот вот CDP, поэтому подхвати на этом этапе, чтобы хотя бы работала связка с нужным портом. Давай сначала посмотри на текущее состояние кода и проверишь, что происходит с портом. Давай. Читает 2 файла. Вроде бы проект небольшой, но он чуть-чуть хитрый, потому что нам нужно не просто в глупую зайти и создать новый браузер и клацать на какой-то простой странице. У нас идет лидер рынка Google, YouTube, и залогинивание туда, в YouTube, роботом — это отдельная головная боль, которую мы пытаемся обойти, чтобы робот не пытался создавать новую сессию и логиниться, потому что там может прилететь капча, может прилететь какое-нибудь уведомление на текущее устройство, которое надо открыть именно мобильный телефон, физически тапнуть по попапу, который там прилетел. Ну, то есть это обходить близко к очень сложному. Хотелось упростить, чтобы уже в текущем Google Chrome мы залогинены, он зашел, наклацал тут все за нас и периодически каждые 5 минут проверял, есть ли что еще тут наклацать такого классного. То есть вот такую вот автоматизацию мы сейчас делаем. Так, флаг. Порт флага нет. Та же проблема, что и до перезапуска был уже запущен автостарт Windows, когда ты его запускал с флагами. Single Instance, прототип флаги. Что нужно сделать прямо сейчас вне кода? Закрыть Home.
Ну, то, что ты предлагаешь, мы уже делали с твоими предшественниками 6-7 раз, но для того, чтобы у тебя в этом контексте это все было в памяти в одной, ты просто вручную закрой все хромы, и потом его запусти правильно, с правильными флагами, чтобы ты не думал, что я сделал что-то не так. Будь уверен в шагах, которые не ведут к результату. Да, пусть он сам сделает. А то говорит, сделай шаги 1-4. Что нужно сделать прямо сейчас вне кода? Ты, блин, Cloud-код, который сидит в терминале у меня, ты все можешь. Понял, делаю сам. Ну да, понял, делай сам. Так, закрытие успешно произошло. Все Chrome убиты. Запускает с правильными флагами Chrome. Да. Открыть их. Окей. Что-то он еще делает. Порт 922 слушается, проверяется CDP endpoint. Bash, CDP работает, Chrome, порт открыт, WebSocket, URL есть. Теперь утверждаем, утверждаю план, пишу код. Что меняю? Main убираю. Debug, то же самое, project. Да. Пока он помнит, что делать, и пока мы это все сделали, важно, чтобы он накидал уже код, и если где-то что-то крашнется, что он уже бы продолжал проект с готового CDP рабочего. Да, стучится в localhost. Тут еще важно ему дать обратную связь, что как он все-таки смог это все самостоятельно запустить, а я не смог. То есть, получается, он говорит, что во время загрузки Windows он уже загружает как-то Google Chrome, и он это делает без нужных флагов. Тогда сейчас надиктуем ему еще задачу. Исходя из того, что ты сделал, и исходя из того, что у тебя получилось, получается, что Windows во время своей загрузки прямо подгружает какие-то Google Chrome документы и запускает его в фоновом процессе, и я это даже и не вижу. И получается, когда ты принудительно вроде бы все закрыл, а потом открыл, то оно сработало. Нет, пока что еще такой огород городить не будем. Я хотел ему сразу дать задачу, что он убивает все процессы хрома, потом запускает с правильным флагом, потом восстанавливает все вкладки, которые были недавно закрыты, потому что я работаю там вот первый там хром, вот второй хром, и они отдельно. Но потом думаю, может быть это все-таки как-то там все перепрописалось и уже просто будет работать. Даже без таких сложностей. Вот, он что-то тут запускает. Action required. Not signed in. Происходит чуть-чуть не то, что я ожидал. Происходит немного не то, что я ожидал. То есть есть уже открытые Chrome-процессы, где я залогинен. Сейчас код, он открывает какие-то новые Google Chrome, где требуется точно такое же залогинивание. То есть это Google Chrome, которые новые открыты, и там ничего не залогинено. То есть это не текущие процессы Google Chrome. То есть нам все равно, исходя из наших задач, чтобы не было
Google залогинивания и чтобы использовать текущий браузер, то это все равно не подходит. То есть ты открыл два браузера, которыми ты можешь управлять, но там Gmail и, соответственно, YouTube Studio не залогинены. И есть два браузера, которые уже были открыты там, где я залогинен. А ты можешь как-то поймать, где я залогинен, и поймать, где открыта вкладка YouTube Studio, и именно в нее переключиться и там управлять. Вот такие логические архитектурные изменения внеси в код. Да, у нас такие объяснения не маленькие, но Anthropics говорит о том, что это хорошо. Когда у клауда есть текстовый контекст, что происходит, что получилось, что не получилось, то тогда он уже может как-то взаимодействовать с этим. Получается, он здесь порты не слышит, и порты слушаются только с новооткрывшимися файлами. С новооткрывшимся Google Chrome. Он обдумывает, что я ему сказал. Понял проблемы. Браузер контекст 0 плюс New Page создает новую вкладку в неправильном контексте. Нужно найти существующий залогиненный контекст и существующую вкладку. План добавить функцию Find Studio Context Browser, перебирает все браузер контекст и все Context Pages, ищет вкладку Studio YouTube.com. Так, давайте проверим, действительно ли он Studio YouTube.com. Так, эти штуки мы позакрываем. Они у нас не сработали. Так, я не понимаю, почему. Ага, окей, смогли. Studio YouTube.com. Да, все правильно. Studio YouTube.com использует ее напрямую. Если нет контент с YouTube или Google, там есть сессия, которая в новую вкладку в нем. Да. Fallback, первый контекст. Не вызывает New Page, если уже есть новая вкладка. Да, идеально. Вот так вот мы простраиваем логику автоматизации. Найти залогиненный контекст и вкладку YouTube Studio. Да. То, что я вижу, меня радует. Мы потихонечку продвигаемся, да, то есть какие концепции, если мы видим новые ошибки, значит, мы движемся вперед. Если ошибки у нас не повторяются, то, значит, разработка движется вперед. Дарю вам такое жизненное убеждение для вайб-кодинга. Надеюсь, вам будет тоже помогать. Мне помогает. Так, Project Design обновляет. Каким именно образом находить? Да. Готово. Логика теперь такая. Подключаем к уже запущенному Chrome. Перебираем все открытые. Если есть вкладка, если нет, берем. Запускай. Это безопасный первый тест. Запускай. Ну, то есть он нам дает задание, но он фактически может это все сделать сам из командной строки. И хорошо, что не мы запускали, потому что вот ошибка. Порт недоступен. Chrome, видимо, закрылся. Проверяю. Все сильно хуже, чем ты думаешь. Порт закрылся, потому что ты управлял портом через те веб-браузеры, которые не залогиненные. А ты до этого еще никогда не имел успешный опыт доступа к залогиненному Google Chrome, который открыт. Сейчас открыт Google Chrome, но именно через тот localhost ты к нему никогда не имел доступ. Можешь ли ты иметь доступ именно к открытому Google Chrome? Давай начнем опять, откатимся назад в плане того, что
то действие, которое мы делаем, ты уже пытаешься управлять хромом, но у нас еще нету доступа. Давай откатимся к тестированию порта и к тестированию вот этого Google Chrome, который открыт. А можешь ли ты ему управлять? Потому что сейчас ты его просто не видишь и не можешь управлять. Так, мы с одной стороны ему разрешаем, с другой стороны вставляем наше пояснение и дополнительно еще дополняем. У тебя есть доступ к веб-поиску, ты очень успешно и классно, мне понравилось, создал дополнительного субагента, который на тебя работал и который искал информацию для тебя в интернете, забивая свой контекст, а ты получал только готовые результаты. А ты можешь использовать такую же методику в любой момент, когда ты посчитаешь это необходимым, а я это всегда буду поддерживать. Если тебе необходимо действительно это, то ищи, советуйся, думай. Все нормально, мы, главное, чтобы смогли сделать эту задачу. Не спеши, думай, размышляй, взвешивай, почему так происходит, предлагай варианты, как поймать, что происходит, как происходит. Я со своей стороны постараюсь тебя поддержать. Так вот мы общаемся с искусственным интеллектом, нашим партнером по разработке. Хочет посмотреть, что с портом вообще происходит. Порт недоступен, Chrome, видимо, закрылся, проверяю. Ну, и мы ему надиктовали вот эту вот длинную команду там, что да, ты проверь, но все там может быть очень сложнее. То есть он через локалку закрывает... Ну, вот сейчас он закрыл все хромы успешно. А теперь он открывает Chrome, которым может управлять. Но это не залогиненный. Это не залогиненный Google Chrome, который неправильный. Порт слушается, запуская debug dump. Предлагает нам действительно задавать дополнительные вопросы, если у нас есть. Пока выполняется один процесс, мы можем еще дополнительно пустить какой-то дополнительный второй процесс. Я бы действительно хотел запустить. Ага, вот он подтянул информацию нашу, что это не тот.
отобразил. Или это уже была раньше информация? Ну, в общем, этим он управлять может, но он здесь не залогиненный. И логиниться каждый раз или не разлогиниваться, я даже не знаю. У нас три пути. Launch, Permission, Context, оригинальный подход. Playwright запускает свой Chromium с папкой Browser Profile. Один раз логинится вручную в YouTube Studio. Сессия живет вечно. Не трогай твой основной Chrome. Вообще, ну, если так можно, то да, хорошо. Шорткат с флагами. Создаю Chrome Debug But. Ты запускаешь Chrome только через него. Всегда стартуется Remote Debugging Port. Профиль твой, сессия сохраняется, но Chrome нужно открывать именно этим батником. Второй не работает. Продолжать с CDP, как сейчас. Каждый раз убивать Chrome и перезапускать неудобно и ломает рабочий процесс. Рекомендую это то, с чего мы начинали. Это работает. CDP красиво звучит, но для этой задачи он избыточен. Окей. Да, хорошо. Давай пробуем номер один. Если залогиниться нужно будет только один раз в месяц. Ну, скажем так. То есть мы открываем наш Chrome, восстанавливаем сессию, которую отвалилась, и тут уже могу надиктовывать заново. Так, удаляем все, что, как он сказал, красиво звучит, но CDP здесь не сработало. Мы попытались пойти по этому пути разработки и честно признались, что это не работает. Он открывает абсолютно левый браузер, который нам не подходит, где мы не залогинены, и каждый раз это нужно логиниться. То есть, ну, в принципе, да. То есть, если я пустил загрузку, и загрузка будет длиться там 2 часа, то мне не проблема залогиниться, потому что это все равно будет оптимизация моего времени. И оно каждые 5 минут будет все равно стараться искать новый файл и выполнять эти действия. Чем хорошо, мы можем потом еще докрутить дополнительные действия, которые могут автоматизированно быть выполнены в браузере. То есть это только начало автоматизации. И я думаю, что мы сможем еще дополнительные вещи там автоматизировать. Следующий шаг — запустить. Запусти. Так, он запустил, и мне, получается, необходимо залогиниться. Я сейчас перенесу это в экран, где это вам не будет показываться. И я попытаюсь там залогиниться. И показывает, что я не могу залогиниться.
Customize and control Chromium. Ну, пока можем изучить подробнее. Он просто говорит, что логиньтесь через правильный браузер, вас сюда не пущу. А сейчас попытаюсь преодолеть это. Повторно попытаться залогиниться туда. Но он повторно мне выдает такую же ошибку. Так, он сам закрыл этот процесс. Три минуты, тайм-аут 3 минуты. Нет, тайм-аут 3 секунды. Пусть будет 5 секунд. А то он что-то там выполняет. Пусть будет 5 секунд. Да. Так. Подробнее. Сейчас скрипт запускает Playwright. Chromium — это отдельный браузер, который идет от компании Playwright. Google ее детектирует как автоматизированный и небезопасный, блокирует вход. А Channel Chrome говорит: Playwright, не используй свой Chromium, используй системный Chrome, тот самый, который установлен у тебя на компьютере. А при этом пропюль все равно берется из... Да, мне нравится. Элегантно. Да. Да. Пробует запустить. Так, я пробую залогиниться. Я не успел залогиниться. Если все висит на стадии залогинивания, то там не должно применяться какие-то таймеры отчета, там 3 минуты или еще что-то там такое. То есть в любом случае там залогинивание я вручную делаю, поэтому висит столько... Хотя, давай пусть оно будет 30 секунд. Давай 1 минуту. Пусть... Нет, давай 40 секунд. Пусть будет 40 секунд. Так, поменяли 5 секунд на 40 секунд. Готово. Запускаем. Стараюсь войти. Нет. Все равно небезопасный. Можешь ли ты управлять именно не создавая новые браузеры, а вот именно
моим браузером. Есть у тебя такая возможность управлять или нет? Так, он, по-моему, не скопировал. Возможно, придется ставить антигравити и пытаться через него это сделать. Как говорится, пришло время ставить антигравити. Давайте пока будем качать. Антигравити. Google антигравити. Download. Windows X64. Это наш вариант. Окей. Отвечая на твой вопрос, нет, без CDP нельзя. Окей. Ну что, значит, тогда эту тупиковую ветку мы завершаем. Некоторые подписчики спрашивали, почему я PyCharm использую. Все. Может быть, буду использовать теперь антигравити, потому что у него действительно есть нативная связка с браузером, а это для разработки, ну, прямо очень важно. Все, всем спасибо. Это видео прекращается, и будет новая серия.